Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о Байкале. Байкал – творение уникальной красоты. Уникальное значит особенное, единственное, неповторимое. Байкал и есть край такой небывалой, сказочно-волшебной красоты. И именно это делает его особенно ценным для человечества. Его по праву называют одним из чудес света, драгоценным даром природы, музеем древностей, священным Сибирским морем. Байкал живет загадочной, глубокой внутренней жизнью. Ее сокровенная суть скрыта за 7 печатями. Он неохотно расстается с вековыми тайнами, не поддается набегам ученых, писателей, художников, поэтов. В золотой фонд байкаловедения новые знания приносятся по крупицам. Чтобы познать природу Байкала обстоятельно, не хватит жизни. Поэтому, дорогие друзья, мы с вами рассмотрим общую картину. И кому станет интересно, обязательно рассмотрит его тщательнее. Поехали! Байкал. Слово тюркоязычное, происходит от Байкуль, что значит «богатое озеро». Некоторые авторы полагают, что это слово происходит от монгольского байгал – «богатый огонь», или байгал-далай – «большое озеро». Но эти гипотезы научно недостаточно обоснованы и широкого признания не получили. Народы, обитающие в Прибайкале, вероятно, каждый по-своему именовали озеро. Эвенки называли его Ламу, то есть море, а буряты – Байкал-Нуур – озеро Байкал. Но это скорее переводы на свой язык уже существовавшего названия. В литературе встречается также название Далай-Нур, тоже якобы относящееся к Байкалу. Но с таким названием есть озера Далай-Нур в Северной Монголии и Далай-Нор в Китае. И в сущности оно может относиться к любому большому озеру. В общем, этот вопрос окончательно еще не решен и ждет своих исследователей. А то, что часто Байкал называют морем за буйный нрав, и за то, что далекий противоположный берег часто скрывается где-то в дымке, это правда. Так что если по ходу рассказа буду говорить море, уважаемые географы и прекрасные географички, не ругайтесь. При этом различают малое и большое море. Малое море – это то, что расположено между северным побережьем Ольхона и материком, а все остальное – большое море. Байкал расположен почти в центре Азии, между широтами Москвы и Воронежа, Лондона и Эдинбурга. Длина его 636 километров, наибольшая ширина 79 километров, наименьшая 25. По площади водного зеркала 31 500 квадратных километров, он равен таким европейским государствам, как Бельгия. Это самое глубокое озеро нашей планеты. Современное значение максимальной глубины озера Байкал 1642 метра. Было установлено в 1983 году группой советских ученых. Надо отметить, что во многих справочниках фигурирует значение максимальной глубины 1620 метров, которое было зафиксировано в 60-х годах при измерениях тросовым лотом в районе мысов Харахушун и Ижемей на расстоянии 12 километров от восточного побережья острова Ольхон. Средняя глубина озера также очень велика – 744 метра. Предельная глубина Танганьики – 1435 метров. Иссык-Куля – 702. На Земле всего 8 озер имеют глубину более 500 метров. Это и определяет огромную величину запасов воды в Байкале. Его объем 23 600 кубических километров, что составляет около 20% пресных озер вод планеты. Во всех пресных озерах мира содержится 123 тысячи кубических километров воды. Для того, чтобы представить себе всю огромность водного тела озера, напомним, что реке Ангаре, ежегодно выносящей 60 кубических километров воды, нужно 387 лет беспрерывной работы, чтобы осушить его чашу. При условии, конечно, что за это время в него не попадет ни капли воды. Котловина Байкала может вместить всю воду Балтийского моря, и чтобы заполнить ее водой, пришлось
пришлось бы целый год собирать сток всех рек земного шара. Озеро лежит в Байкальской впадине, бездонной каменной чаше, со всех сторон окруженной горами. Глубина впадины определяется высотой гор над ней, глубиной озера и толщиной выстилающих его дно рыхлых осадков. Слой этих озерных осадков местами достигает 6 километров, а их объем в 2 раза превышает объем озера. Зная толщину этого слоя, нетрудно посчитать, что глубина кристаллического ложа Байкала не менее 9 километров, то есть самая глубокая точка коренной ванны Байкала лежит примерно на 7 километров ниже уровня океана. Каменная колыбель озера – глубочайшая котловина на земной суше. Уровень воды Байкала выше уровня океана на 455 метров. Береговая линия протянулась на 2100 километров, а территория, с которой собираются воды, превышает 550 тысяч квадратных километров. На нее поместилась бы вся Франция. В Байкал впадает 336 рек и речек. Самые крупные из них – Селенга, Верхняя Ангара, Баргузин, Турка, Снежная. Около половины воды, получаемая Байкалом, приносит река Селенга. Вытекает из озера лишь одна могучая и стремительная Ангара, отдающая свои прозрачные воды Енисею. Место, где сливаются Ангара и Енисей, на 378 метров ниже уровня Байкала. Впадина Байкала заключена между двумя высокими горными дугами, обрамляющие его с северо-запада и с юго-востока. Это грандиозные горные массивы с суровым ландшафтом склонов и безлесыми вершинами. Хребты тянутся вдоль берегов озера, а севернее смыкаются с обширным Нагорьем. Местами, особенно при впадении крупных рек, прослеживаются равнинные участки, а на берегах мелководные лагуны, соры или широкие дельты. На востоке Байкал образует два крупных залива – Чеверкуйский и Баргузинский, с живописными берегами и прекрасными песчаными пляжами. Байкал оказывает смягчающее влияние на климат побережья. Зимой здесь на 5-7 градусов теплее, а летом прохладнее, чем в удаленных районах. Водные массы озера в летний период прогреваются до глубины 250 метров и как аккумулятор накапливают огромное количество тепла. Поэтому, несмотря на суровые сибирские зимы, Байкал долго не замерзает. Лишь в январе, когда в Сибири стоят самые сильные морозы, он сковывается льдом. К марту толщина льда достигает 1 метра. Да и лед на Байкале по-своему уникален. Он преподносит ученым немало загадок. Так специалисты Байкальской лимнологической станции обнаружили необычные формы ледового покрова, характерные только для Байкала. Например, сопки, конусовидные ледяные холмы высотой до 6 метров, полые внутри. Внешним видом они напоминают ледяные шатры, открытые в противоположную от берега сторону. Сопки могут располагаться по отдельности, а иногда образуют миниатюрные горные хребты. Также на Байкале существует еще несколько видов льда – сакуй, колобовник, осинец. При сильном морозе трещины, имеющие местное название становые щели, разрывают лед на отдельные поля. Длина таких трещин от 10 до 30 километров, а ширина в среднем 2-3 метра. Разрывы происходят ежегодно, примерно в одних и тех же районах озера. Сопровождаются они огромным треском, напоминающим раскаты грома, или выстрелы из пушек. Человеку, стоящему на льду, кажется, что ледяной покров лопается как раз под ногами, и он сейчас провалится в бездну. Благодаря этим трещинам во льду рыба на озере не гибнет от недостатка кислорода. Байкальский лед, кроме того, очень прозрачен, и сквозь него проникают солнечные лучи, поэтому в воде бурно развиваются планктонные водоросли, выделяющие кислород. По берегам Байкала можно наблюдать зимой ледяные гроты и набрызги. Южная часть Байкала освобождается от ледяного покрова в мае, северная в первой декаде июня. Но отдельные льдины и целые ледяные поля еще долго плавают по Байкалу до конца июня и даже до середины июля. Вода в Байкале холодная. Температура поверхностных слоев даже летом не превышает 9 градусов. В отдельных заливах плюс 15. Температура глубинных слоев около 4. Только в Малом море, в приустьевых участках крупных притоков, а также в больших заливах в Баргузинском и Чеверкуйском и в мелководных бухтах температура
Температура воды в августе иногда достигает 20 градусов. В результате резких температурных различий воздуха над озером и над окружающими прибрежными районами часто возникают резкие перепады атмосферного давления, сопровождаемые сильными ветрами то с озера на берега, то с берегов на озеро. На Байкале господствуют ветры западных и северо-западных направлений. В районе Малого моря такой ветер называется сарма. Здесь он отличается особой яростью и достигает скорости более 40 метров в секунду. Разыгравшаяся сарма иногда с домов срывает крыши, выдувает легкие почвы из-под корней вековых деревьев на побережье, вздымает высокие волны на поверхности воды, которые разрушают плоты с лесом и вызывают тяжелые аварии судов. Разбушевавшийся прибой слышен далеко в прибрежной тайге. Кроме сармы, на Байкале довольно часто бывают другие ветры: верховик, ангара, знаменитый баргузин, шелоник и култук, и местные долинные ветры. Где ветер, там, как известно, и волны. Сразу заметим, что обратное неверно. Волна может быть и при полном безветрии. Волны на Байкале могут достигать высоты 4 метра. Иногда приводится значение 5 и даже 6 метров, но это скорее всего оценка на глаз. Высота 4 метра была получена с помощью инструментальных измерений. Волнение наиболее сильно осенью и весной. Летом на Байкале сильное волнение бывает редко и часто случается штиль. Как и в любом море, на озере Байкал имеются острова, и их немало, причем точное количество так и не пришло к единому знаменателю, потому что некоторые острова Байкала – это скалы. Самый крупный из них – остров Ольхон, имеющий длину 71 километр 700 метров, максимальную ширину 14 километров и площадь 700 квадратных километров. Ольхон представляет собой участок суши, оставшийся над водой в результате тектонических движений. Большую часть острова занимает горный хребет с пологими северо-западными склонами и крутыми обрывистыми юго-восточными с наибольшей высотой 1274 метра в районе мыса Ижемей. Наибольшее число островов сосредоточено в районе Малого моря. Наиболее интереснее из них – это Огой, на котором установлена буддийская ступа просветления. За Огой, куда по легенде привозили прокаженных и там оставляли. Большой Тайнак, похожий на гигантского крокодила, и Малый Тайнак, от бурятского тайнок коленная чашечка, остров Хубын с огромным птичьим базаром, остров Харанцы, Шарга-Даган, Барга-Даган, Аль-Трек, Едор и Модоте. 5 островов находятся в Чеберкуйском заливе. Это Большой Калтыгей или Лохматый, Малый Калтыгей голый, Покойницкий камень, остров Белый камень и Большой Бакланий. В самом центре Байкала расположена гряда Ушканьих островов. Это остров Большой Ушканий. Острова долгий, круглый и тонкий. На этих островах находятся самые большие лежбища байкальской нерпы. У Байкала есть и свой нос. И не просто курносый или пятачком, а святой нос. Единственный полуостров на священном озере. Его длина 53 километра, ширина до 20, площадь 596 квадратных километров. Полуостров является продолжением Баргузинского хребта и на 1000 метров возвышается над уровнем Байкала. Как и в любом море, но мы же знаем, что это озеро. В Байкале существует течение. Скорость течения составляет всего несколько сантиметров в секунду. Оно зависит от многих факторов и уменьшается с удалением от берега и с глубиной. Поверхностное течение вблизи западного берега Байкала почти всегда направлено с севера на юг, а вблизи восточного с юга на север. Другими словами, в целом вдоль Байкальского побережья течение направлено против часовой стрелки. Существует течение и вдоль побережья острова Ольхон. В проливе Ольхонские ворота и вблизи западного побережья Малого моря течение настолько сильное, что в штилевую погоду дрейф судна хорошо заметен. Горизонтальные течения в верхних слоях воды способствуют интенсивному перемешиванию поверхностных водных масс озера, обогащая их кислородом. Воды Байкала отличаются необыкновенной прозрачностью и чистотой. Белый диск Секи, применяемый для определения прозрачности вод озер, морей и океанов, весной виден в Байкале на глубине
глубине до 40 метров. Для сравнения, в Саргассовом море, которое считается эталоном прозрачности океанских вод, эта величина равна 65. Значительно уступает Байкалу по прозрачности вод и прославленные Альпийские озера. Позже, когда начинается массовое цветение водорослей, прозрачность воды уменьшается, но в тихую погоду с лодки дно видно на довольно приличной глубине. Такая высокая прозрачность объясняется тем, что байкальская вода, благодаря деятельности живых организмов, в ней обитающих, очень слабо минерализирована и близка к дистиллированной. Чистая пресная вода Байкала представляет собой ценнейший природный клад. Это крупнейшее хранилище чистой воды на всем земном шаре. Специфические качества байкальской воды являются следствием различных процессов в бассейне озера, круговорота вещества и энергии в самом водоеме. Еще одна особенность Байкала – это его древность. С какого геологического периода истории Земли ведет свое летоисчисление славное море? Большинство исследователей определяет его возраст в 20-30 миллионов лет. Это может показаться неправдоподобным, ведь огромное большинство озер, особенно ледникового происхождения, живут всего 10-15 тысяч лет, затем заполняются осадками и рано или поздно сначала превращаются в болото, а потом и вовсе высыхают. На Байкале нет никаких признаков старения. Наоборот, исследования последних лет позволили высказать гипотезу, что Байкал – зарождающийся океан. Это подтверждается тем, что его берега расходятся со скоростью до 2 см в год, подобно тому, как расходятся континенты Африки и Южной Америки. Примерно одинаковые скорости движения больших массивов земной коры дают основания думать об общности причин их вызывающих. Кроме того, наряду с активными движениями земной коры отмечены значительные магнитные аномалии вдоль оси озера. Эти аномалии по масштабам сравнимы с такими же аномалиями в районе Срединно-Атлантического разлома. Байкал – один из самых старых и, видимо, самых надежных долгожителей среди озер всего света. Зная скорость накопления осадков на его дне, порядка 4 сантиметров в тысячелетие, можно надеяться, что Байкал будет жить еще десятки миллионов лет. Формирование котловины еще не закончилось, движения земной коры не прекратились. Байкал живой, и потому здесь частые землетрясения большой силы. Во время одного из них в январе 1862 года участок берега площадью свыше 200 квадратных километров в северной части дельты реки Селенги опустился под воду. На его месте образовался залив-провал глубиной до 10 метров. По современным оценкам, землетрясение имело магнитуду 7,5 баллов и достигало в эпицентре не менее 10, охватив территорию почти в 2 миллиона квадратных километров. Удары, повреждавшие здания, наблюдались за 600 и более километров от эпицентра, а крупные скальные обвалы фиксировались на расстоянии до 400 километров. А в 1959 году в результате землетрясения в средней части озера дно его опустилось более чем на 15 метров. Ежегодно в районе Байкала сейсмические станции регистрируют до 2000 землетрясений различной силы. Жути нагнали, переходим к флоре и фауне. За длительный период своего существования Байкал с населяющим его миром организмов пережил очень сложную и богатую событиями историю. Вследствие этого в современной фауне и флоре озера встречаются как древние реликтовые формы, так и формы, возникшие позже уже в самом Байкале. В Байкале водится более 2600 видов и разновидностей животных и более 1000 видов растительных организмов. Есть основания полагать, что в настоящее время науке известны лишь 70% видов живых организмов, населяющих воды Байкала. Около 40% растений и около 85% видов животных, обитающих в озере, эндемичны, то есть встречаются только здесь. Живые организмы в озере Байкал распространены от поверхности до максимальных глубин. В озере насчитывается около 60 видов рыб. Самые известные это омуль, сик, хариус, таймень, осетр, ленок и щука. Наиболее интересна в Байкале живородящая рыба-голомянка, тело которой содержит до 30% жира. Она удивляет биологов ежедневными кормовыми миграциями из глубин на мелководье. Байкал уникален среди озер тем, что на большой глубине
глубине здесь произрастают пресноводные губки. На побережье растут около 2000 видов растений и гнездится более 200 видов птиц. В озере встречается уникальное, типично морское млекопитающее – байкальская нерпа. Предполагается, что она попала в Байкал из Ледовитого океана в ледниковый период по Енисею и Ангаре. В настоящее время насчитывается несколько десятков тысяч нерп. Летом в центральной части озера их можно видеть довольно часто. Рачок эпишура, эндемик Байкала, составляет до 80% биомассы зоопланктона озера и является важнейшим звеном в пищевой цепи водоема. Он выполняет функцию фильтра, пропуская через себя воду, очищая ее. Но ни один рачок не отфильтрует пагубную для озера деятельность человека. Химические загрязняющие вещества поступают в озеро Байкал из вод рек Селенга и других притоков. Существуют и другие экологические проблемы Байкала. Например, браконьерство, незаконная вырубка леса, сброс неочищенных стоков предприятиями, населенными пунктами и водным транспортом, бытовые отходы, а также неорганизованный туризм. Особой проблемой являются сбросы балластных вод судов и загрязнение вод озера нефтепродуктами. Если 100 лет назад на озере Байкал было всего 15 паровых кораблей, то в последнее время количество судов превышает 300, а количество моторных лодок составляет около 8000. Все они являются источниками загрязнения озера Байкал нефтепродуктами, а суда дополнительно загрязняют озеро фекалиями. Существенным источником загрязнения озера является и туризм, особенно так называемый дикий туризм. Ежегодно Байкал посещают от 1,5 до 2 миллионов туристов, в результате деятельности которых в озеро попадает 780 тысяч тонн мусора. Из поселений и промышленных предприятий, расположенных вдоль берега Байкала, в озеро ежегодно поступает более 60 миллионов тонн сточных вод. В бассейне озера расположены крупные промышленные центры, города Улан-Батор, Улан-Удэ, Госина-Озерск, многие горно-обогатительные комплексы. В сознании людей Байкал стал символом кристальной нравственной чистоты, правды, справедливости, свободной доли и высоких стремлений. Поэтому народ и называет озеро славным морем и священным Байкалом. Байкал – великий памятник природы, и нет равного на нашей планете этому далекому озеру среди диких горных хребтов и глухой медвежьей тайги. Байкал хранит много тайн, много загадочного и интересного, и люди, пытаясь проникнуть в мир озера, каждый раз открывают для себя что-то новое. Байкал – это бесценный дар природы, которым нужно разумно пользоваться и всеми силами оберегать. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.